Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 9 февраля, а это значит, что весна подбирается все ближе и ближе. Знаете, не знаю, как у вас, но у меня есть такой особый критерий, по которому я определяю, когда приходит весна, и это дрозды. Вот, когда начинают петь дрозды, утром я выхожу из дома, вот буквально в 6 часов утра, прислушиваюсь, тишина, прислушиваюсь, тишина. И вот буквально вот 2 дня назад я вышел и слышу, поют дрозды. Вот, не знаю, есть ли еще более прекрасное, чем пение этих замечательных птиц. Вот. А, кстати, еще сегодня я увидел 3 мухи. 3 мухи сидели у меня там на окне. Можно уже с уверенностью сказать, что весна уже не за горами. Вот. Ну а сегодня я продолжаю заниматься подготовкой мотоцикла к своему новому мотопутешествию, ну, так, совсем по таким мелочам. Вот, и сегодня я вам покажу, что я сделал из своих вот этих модных хондовских подтяжек. Вот, вообще, я их взял очень-очень давно, по-моему, в 2002 году, как-то они попались там мне в магазине, я их купил, вот, ну, думал, что скоро отпущу живот, надо будет покупать подтяжки, раз, они у меня есть. Вот, ну, вот с животом не сложилось, ну и слава богу, вот, и поэтому они у меня лежали, и, в общем-то, я решил применить их вот для чего. Вот у меня сумка, которая висит вот здесь, да, и я уже в прошлом видео там пытался там сделать, и мне нужны такие, лучше всего резинки, вот, я использовал резинки для того, чтобы закрепить вот здесь вот бутылку воды. Вот именно сейчас я вчера уже одну отрезал, сделал здесь вот такую, ну, такую вот пластмассовую штуку, да, чтобы затягивать как ремень. Вот, но есть один, короче, косяк, недостаток. Она очень плохо фиксируется, эта резинка, и постоянно будет расслабляться. Я сейчас все это повешаю, как она будет в оригинале, и посмотрю, что можно здесь сделать. Так, вот, значит, я установил сумку, да, вот закрепил. Вот она здесь отлично держится. Так, и вот здесь такая защелка, вот так, таким образом. Вот она на ремне здесь повисает, но ремень можно подтянуть. Бутылка вот здесь вот должна будет висеть. Вот. По идее, можно ее даже не за дугу, а вот за эту здесь. Сейчас мы подумаем. Вот, значит, вот такая вот штуковина я здесь сделал. Вот. Ну, понятно, да? Вот я просто такую штуку, я ее, по-моему, неправильно пришил. Ну, точно. Ну, ладно, неважно. Может, поэтому она особо так и не зажимает. Ну, вот. Короче говоря, я планировал так. Ну, так, раз, сюда, сюда. Таким вот способом. Вот так. Ну, да. Ну, допустим, да, и второй здесь. Ну, что-то так не очень мне нравится. Наверное, все-таки зря я испортил подтяжки. Ну, посмотрим, может быть, куда-то эта резинка еще пригодится. А? Сейчас мы попробуем применить ремень. Также я еще сделал вот такие. Это еще в бытность, когда у меня были кофры, я делал такие ремешки. Вот, ну-ка мы сейчас попробуем ремешком. Да, но ремешок тоже не вариант. Потому что он... Так, ладно, знаете что? Так, вот я использовал теперь вот эту, но, по-моему, это будет самая такая надежная. Вот. У меня всегда была здесь резинка, я так ее оттягивал, хоп, и здесь вот вот здесь можно будет еще вот так вот притянуть, ну и все. Довольно это жестко.
Наверное, я эти оставлю. Сейчас я поставлю еще раз резинку, посмотрю. Да, ну, тут можно сделать такое. Что у нас тут еще есть? Так, ну, допустим, есть еще вот такой вариант с застежкой. Оп. Да. Сейчас попробуем так произвольно. Ну, тоже вариант. Ну, как бы, оба-на, расстегнул и застегнул. Надо подумать, может быть, это оставить. Бутылка, конечно, лучше без этой. Вот есть такие ровные. Я именно такую ровную беру, чтобы не было вот этой вот выемки, чтобы она не скатывалась сюда. Ну да, вот, поэтому получается, она открытая, да, надо будет застегивать, как бы ее потом подтягивать. Вот, то есть получается, стянул, да, такой вариант. А если обычную, то получается, она вот так расслаблена, просто сюда засовываешь, здесь застегиваешь, да, и оп, затянул, и все, да, все, оставляю этот вариант, достаточно будет. Так что вернулся к простому старому варианту. Так, ну вот, все, определились, в общем. Оставлю я от этого Туратеха две этих ленточки. У меня одна здесь. Вот, я точно помню, что у меня их было две, но где вторая, я теперь даже не знаю. Ну, поищу. Я думаю, что найду вторую ленточку, и будет все стильно. Вот, я, конечно, хотел, чтобы была вот такая резинка, но слабоватая хондовская резинка, надо сказать. Вот, немецкая, туареховская, то, что надо. Вот. Короче говоря, на этом я заканчиваю. Сейчас буквально вот передвигал мотоцикл сюда, его, чтобы опять поставил на центральную подножку. И вот эти ручки довольно неплохо. Очень хорошо помогают. Вот. Поэтому колесо у меня пустое переднее. Вот. Я, наверное, колесом займусь, ну, через неделю, возможно. Возможно, на следующей неделе займусь колесом. Поставим аккумулятор, посмотрим, как работает замок зажигания. Я там его промыл, если еще раз промоем, если что. И потихоньку будем выезжать. Вот, да, и еще пару слов буквально о моем будущем мотопутешествии. Значит, маршрут я составил. Вот теперь уже точно могу сказать, что составил маршрут. Я буквально перед Новым годом было несколько дней отпуска, и я там засел конкретно, составил маршрут, потом я начал его корректировать, то вроде бы потом нашел еще один маршрут, который параллельно там идет. В общем, я там вот нашел, значит, в интернете тоже турецких джиперов, да, треки от турецких джиперов, там 4×4. В общем, оттуда взял, от мотоциклистов тоже взял, многих посмотрел, где они указывали свои координаты, нашел эти дороги. В общем, начал опять перестраивать маршрут. Короче, запутался и так подумал, что надо все это удалять. Короче, опять все удалил, с навигатора очистил все и начал заново опять выстраивать маршрут. Буквально вот пару дней назад, вот я тоже просидел, потратил на это очень много времени, но могу сказать, что мне это нравится. Вот, сама эта работа доставляет мне удовольствие, поэтому я сижу спокойно, рисую маршруты, там все, мечтаю и так далее, так далее. Был бы помоложе, может быть, и я побыстрее бы сделал, но имеем то, что имеем, так как говорится. Вот, значит, маршрут будет, я попытался его так закольцевать.
по Турции, да. И в этот раз, предположительно, весь вот этот, все мое мотопутешествие будет примерно 70-80%, значит, бездорожья, да. Ну, не бездорожья, а, скажем, вне асфальта, вот так. Хорошие дороги, укатанные, где-то плохие, может быть, дороги, где-то как. Вот, со спутника не всегда можно понять, вот, состояние дороги, или вообще можно не понять. Вот, тем более там, возможно, фотографии не соответствуют, да, времени. Вот, но приблизительно я так прикинул, что, ну, 70% всего маршрута, да, это будет грунтовые дороги, да, грунтовые горные дороги. Сама тема вот моего будущего путешествия вот в этом году — это красивые дороги, красивые горные дороги Турции, да. Вот, ну, у меня такое появилось рабочее название «Музыка гор, музыка ветра», да, ну, по аналогии стихов великого поэта и музыканта Виктора Цоя, да. Вот, ну, я хотел проехать, значит, по всем этим дорогам и составить такой небольшой свой собственный рейтинг дорог. Ну, выбрать из них потом, я так подумал, что потом уже после того, как я вернусь, наверное, домой, сделаю вот это видеоотчет о моем мотопутешествии, и потом, возможно, из них выберу 10 наиболее таких самых красивых, на мой взгляд, самых красивых дорог, по которым можно проехать вне асфальта, да. Вот, у меня уже есть две дороги в Турции. Вот, эту дорогу я сам для себя назвал Киликийские ворота. Ну, это потрясающая дорога. Вот, в прошлом году или в позапрошлом, я уж теперь не помню. Вот, я попытался проехать, в 2019 году я по ней проехал, и позапрошлый год я опять на нее выехал, потому что я был поблизости и решил проехать ее только с другой стороны, но там был завал, да, обрушилась скала, его завалило. Так как этой дорогой никто не пользуется, только вот, ну, туристы, там, пешие туристы и так далее, я так думаю, что она до сих пор там так и заваленная и стоит. Поэтому в этом году мой маршрут будет пролегать с другой стороны этого каньона. И, возможно, я так думаю, что, ну, планирую на дроне взлечу и посмотрю вот состояние дороги. Может быть, потом когда-нибудь еще раз мы на нее попадем. Вот. И вторая, номер 2 дорога, это Виа Сибасте, вот, по которой я там проезжал, тоже это потрясающая по красоте дорога. Вот. И в этот раз у меня огромное количество разных дорог. Мы по ним проедем, посмотрим и потом составим такой рейтинг и возьмем такую десятку дорог. Вот. Ну, в общем-то, вот такие планы. Вот, как говорил мой дедушка, посмотрим, сказал слепой. Старт, значит, я планирую на 30 мая, приблизительно 30 мая, выдвигаясь в Италию, значит, заезжая на паром и в Грецию. Вот, в Греции у меня запланировано 2 таких очень красивых дороги, вот, и потом выдвигаюсь в сторону Турции. Вот, и основная часть будет по Турции. Надеюсь, что у нас все получится. Вот, по крайней мере, что из этого получится, вы сможете увидеть. Вот, ну, у меня еще будет пару видео подготовки мотоцикла, таких небольших, коротеньких. И тогда мы уже, как все будет готово, мы тогда уже поедем. Вот, на этом все. Желаю всем счастья, добра, любви, удачи. Пока.